Друзья мои, всем привет! Недавно в игре State of Survival ввели новые плазменные уровни, а именно 9 и 10. Для улучшения штаба, базы героев, обучающих строений и военного института нам по-прежнему требуется обычная плазма и полимеризованная плазма, то есть никаких новых ресурсов нам не потребуется. Напомню, что на моем канале есть пара подробных роликов обо всех уровнях плазменных строений и о технологиях военного института. Все ссылки будут в описании к этому видео. Давайте изучим, какие преимущества нам дают новые уровни плазмы. Улучшение штаба до 9 звезды даст прибавку 4500 к вместимости марша. Постройка штаба 9 звездного уровня требует 1156 плазмы и 157 полиплазмы. Еще 4500 к лимиту похода даст улучшение штаба до 10 плазменного уровня. На это нам потребуется 1413 плазмы и 367 полимеризованной плазмы. Также отмечу, что для улучшения штаба до 9 звезды необходимо, чтобы база героев и гараж были 8 звездного уровня. В гараже, как мы знаем, обучаются наездники. Многих этот факт может опечалить, так как наездников обычно качают в самую последнюю очередь. Как мы знаем, база героев при улучшении дает бонус к атаке отрядов. 9 и 10 уровень даст по 5% к атаке. Итого, база героев 10 плазменного уровня даст прибавку плюс 10%. На улучшение базы героев до 9 уровня требуется 661 плазма и 67 полиплазмы. А для 10 уровня 806 плазмы и 157 полимеризованной плазмы. Казарма, гараж и полигон при улучшении дает бонус к лимиту обучения войск. 9 плазменный уровень позволит нам обучать на 25 единиц войск больше. То же самое значение даст и улучшение до 10 звездного уровня. На улучшение одного обучающего строения до 9 уровня потребуется 387 плазмы и 60 полиплазмы. На 10 звездный уровень необходимо 472 плазмы и 139 полимеризованной плазмы. При улучшении военного института мы будем получать плюс 3% к скорости исследования. Отмечу, что это значение распространяется только на исследования в самом военном институте и никак не влияет на технологии в обычной лаборатории. На данный момент у нас нет подробной и точной информации о том, сколько ресурсов требуется для улучшения военного института. К тому же в военном институте пока не добавили новые технологии. Если вам интересно, какие бонусы дает военный институт, то посмотрите ролики из описания к этому видео. Давайте подытожим информацию. Для улучшения штаба, базы героев и всех обучающих строений до 9 плазменного уровня нам потребуется 2978 плазмы и 404 полимеризованной плазмы. На 10 уровень потребуется больше ресурсов, а именно 3635 плазмы и 941 полимеризованное плазменное ядро. В отличие от предыдущих добавлений в игру новых плазменных уровней, сейчас после улучшения штаба до 9 звезды нельзя моментально приступить к прокачке 10 уровня. При попытке улучшения система выдает предупреждение, в котором говорится, что текущий уровень технологий мира недостаточно высок и требуется дождаться остальных шефов. И в этом же окне есть таймер с обратным отчетом в 25 дней. В моем штате также пришло внутриигровое сообщение, в котором говорится, что 10 звездный уровень заблокирован до 18 апреля. Кроме этого, на тренировочных лагерях и на ресурсных строениях тоже есть значок улучшения. Однако при попытке их улучшить система выдает ошибку. Будут ли введены эти улучшения или нет, мы пока не знаем. В принципе, это все, что можно сказать о новых плазменных уровнях в игре State of Survival. Мне, как рейдеру, конечно, предстоит выполнить эти улучшения, а это значит, что на битве штатов я смогу атаковать только штабы 6 звезды и выше. Не могу сказать, что это будет даваться с легкостью, так как в штатах примерно моего возраста 6 звезду и выше имеют активные или же со средним донатом игроки. Про сложности выбора между звездными зданиями и уровнем войск я говорил в одном из предыдущих роликов. Посмотрите, это вам поможет строить долгие и эффективные планы по развитию. Также хочу сделать небольшое уточнение относительно новой облегченной плазмы. На момент выхода ролика о зеленой плазме у нас не было информации о том, сколько новой плазмы можно будет получить в обменнике события «Утечка плазмы».
Сейчас нам эта цифра известна. Каждый игрок раз в 2 недели сможет получить 60 облегченных плазменных ядер в этом событии. Итого 120 бесплатной зеленой плазмы в месяц. Напомню, что облегченную плазму можно использовать только для исследования в первой части военного института, которая называется плазменная разработка. То есть новая плазма предназначена для исследования войск Т-11 и для технологий, снижающих затраты ресурсов на лечение и обучение Т-11, а также на сокращение времени лечения этих войск. И еще раз повторю, что зеленая плазма учитывается в различных событиях, как и обычная плазма. При запуске исследования технологий в военном институте сначала тратится зеленая плазма, а потом, если не хватает зеленой, то добавляется обычная плазма. Вернемся к новым уровням плазменных строений. На мой взгляд, это ожидаемо, потому что с предыдущего поднятия максимального уровня штаба прошло достаточно времени. Столько, что даже игроки без вложений уже имеют штаб 7-го звездного уровня. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, а также давайте проведем небольшой опрос. Пишите в комментариях, в каком штате вы играете и какого уровня ваш штаб. Берегите себя, всем пока!